Всем привет, с вами Тандер, и сегодня мы поговорим про уклонение от ракет с активной радиолокационной головкой самонаведения. Несмотря на то, что я уже делал несколько роликов по этой теме, мне все равно есть что сказать. Постараюсь говорить четко, быстро и по делу, но настоятельно рекомендую посмотреть мой обучающий материал по игре в других роликах. Там дается необходимая база для понимания, так как этот ролик может показаться сложным. Давайте обозначим темы, которые будут затронуты. ЭПР. Что это, откуда, как это работает и влияет в игре. Принципы работы АРГСН, фильтрация целей, переключение между типами излучения. Дипольные отражатели, что это, какие бывают и как работают. Ну и в целом принцип уклонения от АРГСН ракет с помощью дипольных отражателей. Итак, давайте начинать. ЭПР. Эффективная площадь рассеяния или же эффективная отражающая площадь. ЭОП. Давайте очень просто. Этот параметр отражает радиозаметность, то есть это количественная мера свойства объекта рассеивать электромагнитную волну. ЭПР измеряется в квадратных метрах. Чем больше ЭПР, тем больше цель для РЛС и тем легче ее обнаружить. И наоборот, чем меньше ЭПР, тем сложнее найти цель. Многие почему-то ошибочно полагают, что в War Thunder ЭПР не существует. Отнюдь, этот параметр есть, но, конечно, намного более упрощенный, так как в реальном времени реализовать сложную модель расчета ЭПР попросту невозможно, сохранив адекватную производительность. В War Thunder ЭПР представлен некой константой. Далее же в зависимости от проекции идет сложный математический расчет, основным параметром которого представляется коэффициент для трех разных положений. Вид спереди, вид сбоку и задняя полусфера, грубо говоря. Конечно, это не просто три значения, которые переключаются по щелчку. Все гораздо сложнее и полной информации нет ни у кого, кроме разработчика. В том числе и значений самого ЭПР. Тем не менее, это никак не влияет на суть того, что я говорю. ЭПР напрямую влияет на то, с какой дистанции РЛС будет способна обнаружить цель. Параметры РЛС также влияют на возможность обнаружить цель. То есть разные РЛС будут по-разному обнаруживать одну и ту же цель. И одно и то же РЛС будет по-разному обнаруживать разные цели. Надеюсь, что это понятно. Это же касается и АРГСН ракет. К слову, но опять же, пока что в данный момент, пока нет реализации РЭП или заметных стелс-технологий у самолетов, не беру в расчет F-117. Дальность захвата у АРГСН ракет мало зависит от ЭПР цели. Точнее, это никак не сказывается на игре. В любом случае, если говорить про реалии воздушных боев, среди современных самолетов следует понимать, что даже возможные F-22 и F-35, которые у гениев авиастроения и знатоков физико-математических наук приняты считать за эталон стелса, не будут чем-то выдающимися просто из-за расстояния боестолкновения. Любому современному радару не составит никаких проблем найти любой самолет на дистанции до 100-150 км. В игре, конечно, есть условности, связанные с балансом и прочим, однако, тем не менее, ЭПР почти никак не влияет на положение дел, но в целом знание полезное. К слову, следует сказать, что АРГСН оснащены намного более слабым РЛС, поэтому против них стелс-покрытие будет намного полезнее. А вот что по-настоящему влияет на вашу эффективность, это знание того, как работают АРГСН ракеты. Конечно, большинство знает, что АРГСН ракеты — это ракеты пустил-забыл, и даже некоторые могут догадываться, что на данный момент у подавляющего большинства ракет с данным типом ГСН захват цели осуществляется на 16 км. Но самое важное знание кроется куда глубже: типы фильтрации ГСН и как правильно от них уклоняться. Давайте подробнее рассмотрим принципы работы АРГСН. У АРГСН существует по факту три типа наведения или же работа ГСН, тут как хотите. Импульсно-доплеровский режим работы, импульсный и инерциальное наведение. Вернемся к базе, что это и как это работает. Импульсно-доплеровский режим работы РЛС, как и самолета, так и ракеты, обозначает режим работы, при котором фильтрация целей, как и удержание с захватом, происходит на основе разницы в скоростях. С точки зрения взаимодействия самолета-ракета, это означает, что носитель сообщает ракете скорость цели и ее местоположение. Также этот режим работы позволяет отфильтровывать цель на фоне Земли. Сразу скажу, антипод — это в первую очередь игровая условность, если рассматривать современные РЛС ракеты. Не могу сказать, против него я или нет, но как факт, в жизни его нет. Доплеровский режим по умолчанию является приоритетным для АРГСН и выступает первичным, однако же, если ГСН каким-либо образом не может найти или удержать цель с помощью доплеровского режима, включается импульсный. Импульсный режим менее устойчив к различным помехам, таким как дипольные отражатели, и неустойчив на фоне Земли. Основывается в первую очередь именно на расстоянии до цели, не беря в расчет скорость, то есть таковой адекватной фильтрации у него нет. Когда ГСН теряет цель и не может захватить цель ни в импульсно-доплеровском режиме, ни в импульсном режиме, тогда ГСН переходит в инерциальный режим наведения. Инерциальное наведение позволяет ракете лететь в предполагаемое место встречи на основе последнего
последних полученных параметров. При этом ГСН будет смотреть также в предполагаемое место появления врага. Важно отметить, что так называемый РК или же Data Link для ракет не является режимом наведения в прямом смысле. Он лишь позволяет на основе данных носителя вывести ракету на врага для самоличного подхвата ГСН цели. Именно поэтому я не включаю РК и типы наведения. Это лишь метод коррекции, не способ наведения. Также следует понимать, что мощность ГСН у ракет, естественно, очень слабая, и импульсный режим, например, позволяет в среднем захватывать цель даже в хороших условиях только на малых дистанциях. На основе тестов, проведенных англоязычным блогером Cat Warfare, можно увидеть, что есть прямая зависимость, когда ракета начинает видеть цель с помощью импульсного режима от разницы высот между целью и носителем ракеты. Кружок означает подхват с момента пуска. Крест, что ракета так и не перешла в режим сопровождения цели. Исходя из этого, можно сделать прямой вывод. Чем ближе защищающийся самолет к поверхности Земли, тем ближе ракета сможет его обнаружить. Так, например, если самолет в обороне почти на нулевой высоте и находится в ночи в положении 3.9, если по-русски, то ракета никогда не найдет его. Да, если кто-то не знал, от ракет можно уклоняться без использования дипольных отражателей. Однако это потребует идеального защитного маневра и хороших условий, и что самое главное, вы должны быть как можно ближе к поверхности Земли. Однако тут стоит начать говорить про самое главное. Дипольные отражатели, они же до, и как правильно их применять. Ни для кого не секрет, что чтобы уклониться от ПАРЛ или АРГСН ракеты, нужно применять контрмеры. Однако очень мало кто говорит, я в том числе, как именно их применять и какие частые ошибки могут быть допущены в их использовании. Очевидно, что дипольные отражатели имеют много больше ЭПР, чем самолет. Исходя из замеров того же человека, который проделал, кстати, колоссальную работу в этом направлении, можно увидеть результаты замера в, если так можно сказать, абсолютных значениях. Важна не сама цифра, а разница между ними. И, конечно, это ситуативный замер в лабораторных тестах. Мы отчетливо видим, что контрмеры из болов засекаются РЛС АРГСН с 3,3 км, стандартного размера с 3,7, а большого калибра с 5,1 км. Если же основываться на датамайне и рассматривать числовые значения, если так можно сказать, множитель дипольных отражателей такой. Для болов это 0,5, для стандартного калибра 0,2 и для большого 1,1. Эти показатели подтверждают то, что разный калибр контрмера в игре сильно влияет на оборонительные способности. Тут начинается самое интересное. Важно не количество контрмер, а периодичность. Нет никакой разницы, выстрелите вы 20 ДО за секунду или 5. Важно не превышать минимальный интервал между ними и сохранять длительность. Большинство ракет абсолютно идентичны, как бы вы себя не хотели переубедить. Да, Р-77-1 и АИМ-120С5 вместе с Дерби и ПЛ-12 имеют абсолютно одинаковые системы наведения. Разница есть во всем остальном. В типе боевой части, например, или же в летных параметрах, но не в ГСН. Но среди всех ракет есть и несколько выделяющихся, тех, которые представляют наибольшую угрозу. МиГ-ЕМ, АИМ-54А и С, то есть Фениксы и Фокур. Это на данный момент. Разница заключается в важнейшем параметре, смотря на который вы можете сразу сказать про ракету самое важное. Как тяжело от нее уклониться. Angle Gate или же стробирование, если я не ошибаюсь, это функция фильтрации АРГСН, которая сравнивает появившуюся сигнатуру с сигнатурой цели и на основе изменения ее угловой скорости игнорирует ее. Так как в игре ДО останавливается почти мгновенно, это позволяет АРГСН хорошо отфильтровывать ложную цель как не истинную, снова переключаясь на сопровождение первичной цели. Чем быстрее двигается цель, тем легче для ГСН ракеты отфильтровать ложную цель из-за намного большего углового смещения. Angle Gate, если переводить дословно, это угловые ворота, то есть идет сравнение по угловой скорости, и если значение не вписывается в ворота, оно игнорируется. Чем медленнее цель двигается, тем сложнее ракете выделить ее. Снова возвращаемся к ракетам, которые я поделил на две группы. Для большинства ракет достаточно отстрела контрмера не реже, чем один раз в секунду. Этого вполне хватает для отвода ракеты при соблюдении прочих условий. Такой параметр, как Transmitter Angle of Half Sensitivity, отвечает за размер этого самого луча в градусах. Если у большинства ракет этот параметр равен 15 градусам, то у Мики он равен 7, а у Фениксов и Фокура равен 6. Это в 2 раза меньше, чем у остальных. Вышесказанное означает, что отстрела с частотой в 1 Гц, то есть один раз в секунду, для отвода Мики будет не хватать, а вот для всех остальных будет. Логика в данном случае точно такая же, как и с ИК ГСН и помеха защиты у Р-73 с ее сужением ГСН. Про это, кстати, у меня тоже есть ролик. Чтобы отвести данную ракету, вам нужно соблюдать частоту не ниже 1,5 Гц, то есть примерно 1,5 чафа в секунду. Таким образом, оптимальные стратегии отвода АРГСН ракеты от вас с помощью дипольных отражателей
показателей является выставление автоотстрела на период серии отстрела СПД в 1 секунду, период в 0,2 секунды и серию в 4 СПД. Или же ручное отстреливание ДО не реже, чем 3 раза в секунду. Это оптимальные значения, которые позволят вам наиболее эффективно уклоняться. Тут же стоит поговорить и о самом ночи. Как я и говорил в других роликах, ночь, он же 3.9, это маневр уклонения, основанный на снижении радиальной скорости. Это важно, потому что важна радиальная скорость относительно РЛС врага, пусть то будет ракета или же сам радар. В среднем ваша скорость не должна превышать 40 метров в секунду, то есть вы не должны ни приближаться, ни отдаляться от цели в идеале. Что же касается фениксов, то все в целом по-другому. Скажу так, вкратце, фениксы обладают ужасной фильтрацией помех, что не мудрено, ведь там нет доплеровской ГСН, и просто невероятно плохим захватом в заднюю полусферу. Так что уклоняться от них достаточно просто, если смочь отвернуться или же делать ночь с ДО. Я надеюсь, вам был полезен данный материал. Обязательно оставляйте комментарии с возможными замечаниями или же просто делитесь мнением. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.